Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию узор к нежнейшему джемперу от бренда Ральфа Лорена. Бренду уже более полувека, но и в наше время он пользуется успехом. Одежду от Ральфа Лорена приобретают члены правящих династий и королевских семей. Джемпер вяжется снизу вверх, начиная с невысокой резинки 1 на 1, примерно высотой половину или 1 сантиметр. Далее вяжется декоративная резинка из ажурных цепочек. И затем мы уже приступаем к вязанию узора по схеме. Узор состоит из сочетания ажурных цепочек и между ними ажура. У джемпера оригинальная горловина. После вывязывания плечей по их краям набираются новые петли для вязания декоративной резинки из ажурных цепочек. При этом горловина до конца была не довязана. И далее эта резинка из ажурных цепочек вяжется вместе с горловиной. И при этом делаются убавления в местах соединения, в местах сторон вязания. И получается такая интересная, необычная горловина. Но, конечно же, горловину можно связать любую. Можно связать горловину из ажурных цепочек или просто резинкой 1 на 1 или 2 на 2, так как вам нравится. Перед вами схема узора. На схеме указаны и четные ряды, и нечетные ряды. Это видно по нумерации. Нечетные ряды 1, 3, 5, 7, 9 и 11 вяжутся справа налево по схеме, то есть по ее условным обозначениям, и являются всегда лицевыми. Четные ряды при поворотном вязании 2, 4, 6, 8, 10 и 12 вяжутся слева направо по условным обозначениям наоборот. То есть эта схема составлена для кругового вязания. Поэтому при поворотном вязании мы вяжем обозначения, которые указываются на схеме для четных рядов, слева направо, но наоборот. Здесь все просто, кроме некоторых рядов. То есть в 6 ряду обозначение наоборот, 3 петли вместе одной лицевой петлей. Я покажу, как провязывать. И то же самое в 12 ряду. А в остальном это нетрудно. То есть вместо изнаночной петли мы наоборот вяжем лицевую, вместо лицевой петли вяжем изнаночную. Можно, конечно, эту схему вязать и по кругу, так как она и составлена для вязания по кругу. При этом все ряды и нечетные, и четные мы вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. При этом накиды провязываем лицевой петлей. При поворотном вязании накиды мы провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора состоит из 25 петель. То есть для того, чтобы набрать нужное количество петель для поворотного вязания, ваше количество петель должно делиться на 25, на число петель раппорта. Плюс вы добавляете еще 2 кромочные петли. Для вязания по кругу вы набираете число петель, которое также делится на 25, на число петель раппорта, но кромочные петли набирать не нужно, а нужно набрать 1 петлю для замыкания петель в круг. Раппорт узора в высоту состоит из 12 рядов. Провязав последний 12 четный ряд, при поворотном вязании
слева направо, а при круговом вязании справа налево. Мы начинаем повторять раппорт узора с 1 по 12 ряд, столько раз с 1 по 12 ряд вверх по вязанию, сколько это требуется для вязания вашего полотна. Какие условные обозначения мы здесь видим? Пустые клеточки – это лицевые петли, черточки – это изнаночные петли, скобки – это накиды. Вот такая галочка, внутри которой цифра 3, это 3 петли вместе, одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. В изнаночных рядах это обозначение провязывается наоборот. Я покажу как. Также здесь есть обозначение галочка, внутри цифра 2. Это 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Черточка с наклоном влево. Это 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Есть еще обозначение, которое состоит из 2 горизонтальных линий с перемычкой между ними. 2 линии и перемычка. Перемычка показывает влево. То есть мы должны перекрестить 3 петли с наклоном влево, с одной петлей сверху, с лицевой петлей сверху. Как это делается легко и просто, без дополнительной спицы, я тоже покажу. Других обозначений на схеме нет. На самом деле схема несложная, простая. Я показываю, как по ней вязать, как провязывать все обозначения, указанные на схеме. Поэтому с такой схемой справится любой начинающий любитель вязания. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. Друзья, если вы будете вязать джемпер, начиная с резиночки 1 на 1, то при наборе петель для поворотного вязания ваше количество петель должно делиться на 2, то есть должно быть четным. Плюс вы добавляете 2 кромочные петли и провязываете или 2 ряда, или 4 ряда резиночкой 1 на 1 на ваш вкус. И затем начинаете провязывать декоративную резинку, раппорт которой состоит в ряду из 5 петель. Поэтому вы должны скорректировать ваши петли, количество петель, чтобы оно делилось на 5, добавив несколько петель. Затем в первом лицевом ряду декоративной резинки после кромочной петли вы начинаете провязывать раппорт узора. Кромочную петлю снимаете, далее вяжете изнаночную петлю, 3 лицевые, изнаночную петлю. Вешаете маркер и начинаете провязывать следующий раппорт узора. Изнаночная петля, 3 лицевые, изнаночная. И так до конца ряда провязывайте раппорт из 5 петель, разделяя раппорты маркерами. В конце ряда кромочная петля, изнаночная. У меня она бабушкина изнаночная. Работу разворачиваете на лицевую, на изнаночную сторону и начинаете провязывать изнаночный ряд слева направо, по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаете, далее вместо изнаночной петли вяжете лицевую. Далее вместо 3 лицевых вяжете 3 изнаночные. И затем вместо изнаночной вяжете лицевую. И так повторяете раппорт из 5 петель до конца ряда. Разворачиваете работу на лицевую сторону и вяжете 3-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаете и вяжете по схеме справа налево. После кромочной изнаночная петля, перекрещивание 3 петель влево. Я покажу, как это делать в мастер-классе. И изнаночная петля. Маркер переснимаете и далее провязываете следующий раппорт. Один за другим все ваши раппорты провязываете до конца ряда. Из
с 5 петель. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачивайте на изнаночную сторону и начинаете провязывать 4-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаете, далее вяжете лицевую петлю вместо изнаночной, 3 изнаночные вместо 3 лицевых и лицевую вместо изнаночной. Маркер переснимаете, повторяете этот раппорт узора столько раз, сколько вы набрали раппортов. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Раппорт узора вверх по вязанию — это 4 ряда, поэтому после провязывания 4-го изнаночного ряда начинаете повторять раппорт узора вверх по вязанию, опять же с 1 по 4 ряд. Столько раз, сколько необходимо вам для высоты вашей декоративной резиночки. То есть первый ряд, то есть 5-й ряд — это как бы 1-й ряд получается. 6-й ряд как 2-й, 7-й как 3-й, 8-й как 4-й ряд. И далее опять начинаете повторять раппорт узора с 1 по 4 ряд на нужную вам высоту декоративной резинки. И после этого, после вашей декоративной резинки, после ее провязывания, начинаете вязать узор по схеме. Джемпер в оригинале связаны с пряжей с большим процентом кашемира на тонких спицах. Я же свой образец буду вязать на толстых спицах из полухлопка, для того только, чтобы показать, как вязать узор, чтобы было понятно и все видно. На спице самым обычным способом я набрала 27 петель. Это раппорт узора из 20 петель, 1 раппорт узора плюс 2 кромочные петли, 27 петель. И провязала 1 подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы, где у меня красивая косичка наборного ряда. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Первый лицевой ряд вяжем справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идут 3 лицевые петли. 1, 2, 3, 2 изнаночные петли. 1, 2, 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, и правые стенки моих петель, правая сторона петли, это ее правая стенка, находятся за спицей. Я должна поменять положение своих петель на классическое, чтобы их правые стенки оказались перед спицей, ближе ко мне. Для этого я по очереди переснимаю эти 2 петли на правую спицу. Завожу правую спицу сзади работы слева направо, за заднюю стенку петли и переснимаю петлю на правую спицу. Завожу правую спицу сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли и переснимаю петлю на правую спицу. Я пересняла 2 петли на правую спицу, при этом я их развернула. Теперь правые стенки петель у меня находятся перед спицей, как при классическом способе вязания. Возвращаю эти петли по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю эти 2 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Ввожу правую спицу слева направо, сразу в 2 петли, захватываю низ и провязываю 2 вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо, так как правые стенки ваших петель уже находятся перед спицей. Далее идет накид, 3 лицевые, накид. Накид делаем, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3 лицевая петля, накид.
2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны развернуть ваши 2 лицевые петли так, чтобы правые стенки ваших петель, которые находятся сейчас у вас перед спицей, оказались за спицей. То есть вы должны поменять классическое положение ваших петель на бабушкино. Для этого по очереди переснимаете эти 2 петли на правую спицу, подхватывая петлю слева направо за переднюю стенку, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете, а переснимаете петлю. Подхватываете слева направо, вводите правую спицу в петлю слева направо за переднюю стенку, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете петлю, а переснимаете петлю на правую спицу. Вы пересняли 2 петли на правую спицу, при этом развернули их. Теперь ваши правые стенки ваших петель находятся за спицей, как при бабушкином способе вязания. Возвращаете эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вводите правую спицу внутрь этих петель. Захватываете нить и провязываете 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. Я же вяжу бабушкиным способом вязания. Правые стенки моих петель уже находятся за спицей, поэтому мне разворачивать петли не нужно. Вот петля, вот здесь ее правая сторона, правая стенка. Она за спицей, поэтому я при бабушкином способе вязания, не разворачивая 2 петли, сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки, ввожу правую спицу внутрь этих петель, захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. За задние стенки 3 лицевые, далее идут 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, 2 изнаночные, это уже цепочка, 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора, который выделен на схеме красными линиями. Вот линии красной до линии 25 петель раппорта мы провязали. Вешаете маркер и начинаете провязывать следующий раппорт узора. После маркера вяжете изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и так далее. И заканчиваете изнаночной петлей. То есть от черты до черты 25 петель провязываете. И так по очереди провязываете все ваши раппорты, разделяя их маркерами, чтобы не запутаться. У меня всего 1 раппорт узора, мне маркер не нужен. Последняя кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 2 изнаночный ряд. При поворотном вязании он вяжется слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем, далее идет изнаночная, вместо нее лицевую петлю вяжем. Вместо 3 лицевых 3 изнаночные, 1, 2, 3 петля изнаночная. Вместо 2 изнаночных наоборот вяжем 2 лицевые. Вот здесь у нас 13 лицевых петель. Вместо них вяжем 13 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4. Накид тоже провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. 5, 6, 7 изнаночная петля, 8. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Это 9 изнаночная петля. 10,
11, 12, 13. И далее идут 2 изнаночные петли, вместо них провязываем 2 лицевые петли. 1, 2. Далее идут 3 лицевые, вместо них вяжем 3 изнаночные, то есть зеркально, наоборот. Далее вместо изнаночной провязываем лицевую. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Перед тем, как вязать кромочную, вы должны провязать все ваши раппорты, переснимая маркеры, начиная слева вязать направо. То есть после маркера опять вяжете лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые, 13 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночные, лицевая. Переснимаете маркер, и так все ваши раппорты по очереди провязываете. В конце ряда кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 2 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 3 лицевой ряд справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Далее идет обозначение. Это перекрещивание 3 петли с наклоном влево, куда показывает перекладинка влево. Мы должны перекрестить вот эти 3 петли. Для этого мы первую петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этой петли. Рабочая нить у нас сзади. Переснимаем первую петлю на правую спицу. Здесь у нас кромочная и изнаночная. Переснимаем первую петлю на правую спицу. Далее делаем накид и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Я не разворачиваю эти петли и провязываю сразу, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. На правой спице у нас 1 петля переснятая и 2 петли провязанные. Накид я тоже считаю за петлю. Теперь левую спицу перед работой вводим в переснятую непровязанную петлю слева направо. Вот так. Придерживаем пальцами 2 провязанные петли и вытаскиваем правую спицу из всех 3 петель. Здесь у нас кромочная и изнаночная. Из всех 3 петель вытащили. И теперь возвращаем на правую спицу 2 петли. Это накид и вот следующая петля. Вернули 2 провязанные петли на правую спицу. Теперь на правой спице у нас 2 провязанные петли, а на левой осталась не провязанная, которую мы сейчас провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. За заднюю стенку я вяжу бабушкиным способом вязания. Вот так у нас получилось. То есть у нас лицевая петля лежит поверх 2 петель. Лицевая петля 1 сверху, а 2 петли под ней. Далее идут 2 изнаночные петли. 1, 2. 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2. 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. И провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Далее накид, лицевая, накид, накид, лицевую провязываю, накид. 3 петли вместе, 1 лицевой петлей, с центральной петлей сверху. Вот первая петля, 2 центральная и 3 петля. При классическом способе вязания, чтобы провязать 3 петли вместе с центральной петлей сверху, вы первые 2 петли переснимаете на правую спицу. Вводите правую петлю сначала во 2 петлю, потом в 1 слева направо. Вот так.
как будто хотите провязать 2 вместе лицевой петлей. Но не провязываете, а переснимаете эти 2 петли. Этим вы перекрестили эти 2 петли. Теперь вторая петля центральная находится впереди. Вот вторая, потом идет первая. Вторая находится сверху теперь. Третью петлю провязываете лицевой петлей. И провязанную петлю протягиваете через 2 переснятые, не провязанные. Вводите левую спицу слева направо в переснятые петли и подцепляете их, немножко растягиваете и протягиваете через них провязанную петлю. И вот так получается у вас такая косичка. 3 петли вместе со второй центральной сверху. Это так мы делаем при классическом способе вязания. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я по-другому провязываю 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху. Как делаю это я? Первую и вторую петли я переснимаю на правую спицу, не разворачивая. Ввожу правую спицу внутрь сначала первой петли, потом сразу внутрь второй петли. Можно по очереди снять их, а можно сразу вместе вот так ввести правую спицу внутрь этих петель 2 и переснять на правую спицу. Рабочая нить сзади. Вот у нас первая петля, вторая центральная. Вторую центральную петлю мы спускаем с правой спицы, а первую петлю возвращаем на левую спицу. Подхватываем спущенную вторую центральную петлю и тоже возвращаем ее на левую спицу. Теперь вторая центральная петля у нас оказалась впереди сверху. Мы поменяли местами вторую петлю и первую. И теперь провязываем все 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Для этого правую спицу вводим внутрь всех этих 3 петель. Второй, первой и третьей внутрь ввели, захватили рабочую нить и провязали их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так получается такая красивая косичка лицевая сверху. Провязали 3 петли вместе с центральной лицевой второй петлей сверху. Далее накид. Затем лицевая накид. Провязываем лицевую петлю. Делаем накид. Далее 2 петли вместе. Одной лицевой петлей за задние стенки. Я не разворачиваю, сразу провязываю их вместе. За задние стенки с наклоном влево. Далее идут 2 лицевые петли. 2 лицевые. Провязываем. Затем идут 2 изнаночные петли. Вот здесь такая дорожка получится из изнаночных петель. Вот она. Вот изнаночные над изнаночными петлями в лицевом ряду получаются 2 изнаночные петли. Провязали. Вот они. Такая дорожка здесь будет. И далее опять перекрещивание 3 петель с наклоном влево, куда показывает перекладинка. Рабочая нить за работой. Первую петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этой петли. Пересняли. Затем делаем накид и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я их не разворачивая, сразу провязываю 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. Итак, на правой спице у нас переснятая петля и 2 провязанные. Накид я тоже петлей считаю. И 2 провязанные. Вот переснятая. Теперь перед работой левую спицу вводим в переснятую петлю. Слева направо. Вот так это выглядит. Придерживаем 2 провязанные петли и вытаскиваем правую спицу из всех 3 петель.
Возвращаем на правую спицу 2 провязанные петли. На правой спице у нас сейчас 2 провязанные петли, а на левой спице не провязанная петля. Провязываем непровязанную лицевую петлю. И у нас получилось перекрещивание с наклоном влево, причем одна петля лицевая сверху, а 2 петли сзади. Далее идет изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Вы переснимаете маркер, если у вас есть еще раппорты узора, и повторяете раппорт узора. После маркера вяжете изнаночная, перекрещиваете 3 лицевые петли влево, потом 2 изнаночные, и так провязывайте до конца весь ряд, весь раппорт, заканчивая изнаночной петлей, то есть от красной линии до красной. Вешаете маркер, переснимаете и далее продолжаете провязывать раппорты узора один за другим из 25 петель. В конце ряда кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. 4-й изнаночный ряд вяжем слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Вместо нее провязываем лицевую петлю. Далее идут 3 лицевые петли. Вместо них провязываем 3 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля и 3 изнаночная петля. Это накид мы провязываем изнаночной петлей. Далее идут 2 изнаночные петли. Вместо них провязываем 2 лицевые петли. Смотрите, чтобы не перекрученные были у вас петли. Далее 13 лицевых петель идут по схеме. Мы провязываем вместо них 13 изнаночных петель. Наоборот. 1 изнаночная, 2, 3. Накид провязываем изнаночной петлей. Это 4 изнаночная петля. Потом 5 изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей. Это 6 изнаночная петля. Потом 3. Здесь были у нас 3 петли вместе. Здесь я немножко запуталась. Их тоже провязываем изнаночной петлей, не лицевой, а изнаночной. Вот здесь изнаночная петля. Далее накид провязываем не лицевой петлей, а изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет вместо изнаночной вот этой петли, вместо лицевой изнаночная петля. Накид провязываем не лицевой петлей, а наоборот изнаночной петлей за переднюю стенку. Вот были 2 вместе петли у нас в лицевом ряду. Здесь у нас большой бугорок. Провязываем их изнаночной петлей. Здесь указана лицевая. Наоборот провязываем. И провязываем 2 изнаночные петли. Это 12 изнаночная и 13. То есть всего мы провязали 13 изнаночных петель вместо 13 лицевых. Далее идет вот эта дорожка по лицевой стороне. Это 2 изнаночные петли, дорожка из них. Провязываем вместо 2 изнаночных здесь 2 лицевые на изнаночной стороне. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля,
накид провязываем изнаночной петлей. И далее идет изнаночная петля, вместо которой мы провязываем лицевую петлю. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. И начинаем провязывать 5-й лицевой ряд. 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем по схеме изнаночную петлю 3 лицевые, изнаночная петля, 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли, лицевая. У меня здесь перекручено. Смотрите, чтобы петли были развернуты. Лицевая петля. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой петлю с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли при бабушкином способе вязания и провязываю их вместе 1 лицевой петлю за передние стенки с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, накид делаем, провязываем лицевую, делаем накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли, провязываю их вместе за передние стенки 1 лицевой петлей. Далее лицевая петля, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я не разворачивая, провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Накид, лицевая, накид, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево, провязываю 2 вместе за задние стенки с наклоном влево, лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, здесь такая разделительная дорожка у нас идет из изнаночных петель, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная петля, кромочная петля здесь. Я провязала раппорт узора. Вы переснимаете маркер и повторяете раппорт узора. После маркера вяжете изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе вправо, накид, лицевая, накид. И так до конца раппорта, заканчивая изнаночной петлей. Переснимаете маркер, провязываете очередной раппорт. И так провязываете все раппорты до конца ряда. Кромочная петля, изнаночная бабушкина в конце ряда. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вот так уже вырисовывается узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 6-й изнаночный ряд. Слева направо по условным обозначениям наоборот. 6-й изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Вместо нее провязываем лицевую петлю. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Вместо 2 изнаночных провязываем 2 лицевые. 1 лицевая, 2. Далее вместо 5 лицевых провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2 изнаночная, накид за переднюю стенку изнаночной петлей провязываем. Это 3-я изнаночная петля. Затем 4-я изнаночная петля. Дальше у меня здесь накид был. Накид провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Это 5-я изнаночная петля. И далее у нас идет накид. Делаем накид. Далее идет обозначение в лицевом ряду 3 петли вместе 1 лицевой петлей с центральной петлей сверху, чтобы провязать наоборот. Это изнаночная, это обозначение в изнаночном ряду
мы провязываем эти 3 петли вместе одной изнаночной петлей. Следующим образом. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, рабочая нить за работой. Вводим правую спицу внутрь этих петель, можно по очереди переснять. Эти петли не разворачивая на правую спицу. Теперь левую спицу вводим перед работой в первую петлю слева направо. Вот так. Придерживаем вторую петлю и вытаскиваем правую спицу из обеих петель. Подцепляем правой спицей вторую петлю и возвращаем ее на левую спицу. У нас перекрестились первая петля, вот она впереди, и вторая. То есть первая петля у нас сверху лежит на второй петле. Вот она, первая петля лежит поверх второй петли. И теперь провязываем все 3 петли вместе одной изнаночной петлей за передние стенки. Немножко подтягиваем. Смотрим, что получилось у нас на лицевой стороне. На лицевой стороне у нас получилась красивая, ровная косичка. Вот она. То есть 3 петли вместе с центральной лицевой петлей сверху получилось. Итак, далее накид. Делаем накид. Затем провязываем 5 изнаночных петель вместо 5 лицевых, в том числе и накид. Вот был накид. Далее 5 изнаночных петель. Провязываем накид изнаночной петлей. Это первая изнаночная петля. Потом вторая изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей. Это третья изнаночная петля. Потом 4-я изнаночная петля. И 5-я изнаночная петля. Далее вместо 2 изнаночных провязываем 2 лицевые петли. Это будет дорожка такая изнаночных петель на лицевой стороне. Далее 3 изнаночные петли вместо 3 лицевых петель. 1, 2, 3. И вместо изнаночной петли провязываем лицевую петлю. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так у нас уже получается узор. Начинаем провязывать 7-й лицевой ряд. 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем изнаночную петлю. Вяжем по схеме. Перекрестить 3 петли с наклоном влево. Необходимо далее. Для этого первую петлю переснимаем на правую спицу. Потом делаем накид. И провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки. Я петли не разворачиваю, с наклоном влево. На правой спице у нас переснятая петля и 2 петли провязанные. Накид и вот петля. Переснятая и 2 провязанные петли. Перед работой левую спицу слева направо вводим в переснятую петлю. Придерживаем провязанные петли пальцами левой руки. И правую спицу вытаскиваем из всех 3 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. На правой спице у нас 2 провязанные петли, на левой спице 1 не провязанная. Провязываем
лицевой петлей не провязанную петлю. Мы перекрестили 3 петли налево, причем 1 петля сверху, а 2 петли у нас снизу с наклоном влево. Далее 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 лицевые петли, 1, 2. Далее идет накид, делаем накид и провязываем. Далее 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я разворачиваю эти 2 петли, а затем провязываю 2 вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид, опять 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли при бабушкином способе вязания. Накид у меня дальше идет, я его разворачивать не буду, развернула только 1 петлю. И теперь провязываю 2 петли вместе, или лучше развернуть, а то будет большая дырочка. Итак, пересняла 1 петлю, развернув, переснимаем 2 петлю, то есть накид за заднюю стенку, вот так подхватываем, сзади работать слева направо за заднюю стенку и переснимаем на правую спицу. Мы развернули 2 петли, возвращаем их на левую спицу и теперь провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля. Сейчас. Далее идет лицевая петля. Это там мы, где провязывали 3 петли вместе 1 изнаночной петлей в предыдущем ряду. Над этим местом у нас сейчас лицевая петля. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Я не разворачиваю эти 2 петли. Первая петля у меня накидом является. Провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь этих петель и провязываю их вместе за задние стенки с наклоном влево. Далее идет накид. Еще раз 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Ввожу правую спицу внутрь 2 петель и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет у нас накид, делаем накид и 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая петля. Далее у нас 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2. Далее идет перекрещивание 3 петель с наклоном влево. Первую петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая. Затем делаем накид. Следующие 2 петли провязываем вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Перед работой левую спицу вводим в переснятую непровязанную петлю. Придерживаем пальцами левой руки 2 провязанные петли и вытаскиваем правую спицу из всех 3 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные 2 петли. Теперь у нас на правой спице 2 провязанные петли, а на левой 1 непровязанная петля. Получилось вот такое перекрещивание влево с лицевой петлей с 1 сверху, а 2 петли сзади. Провязываем непровязанную петлю лицевой петлей. Далее у нас идет изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Вот так у нас уже сейчас получается.
узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 8 изнаночный ряд. 8 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, затем вместо изнаночной петли вяжем лицевую петлю. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная петля и накид провязываем изнаночной петлей. Это 3 изнаночная петля. За переднюю стенку накид провязали. Далее 2 изнаночные, которые мы провязываем в изнаночном ряду 2 лицевыми петлями. Далее у нас идут 13 лицевых петель на схеме. Вместо них провязываем 13 изнаночных петель, в том числе и накиды. 1, 2, накид за переднюю стенку, 3 изнаночная петля, 4 изнаночная петля, накид провязываем за переднюю стенку, 5 изнаночная петля, 6, накид, здесь и накид, 6, 7 изнаночная петля, 8 изнаночная петля, накид за переднюю стенку, это 9 изнаночная петля, затем 10, накид за переднюю стенку, 11 изнаночная петля, 12, 13 изнаночная петля. Провязали. Затем вместо 2 изнаночных петель провязываем 2 лицевые петли. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные петли. Накид это 3 изнаночная петля за переднюю стенку. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую петлю. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 8 ряд изнаночной. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так уже у нас вырисовывается узор. И начинаем провязывать 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее по схеме идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые. То есть по схеме 1, 2 лицевые ряды вяжем по схеме. 3 лицевая петля. Так у нас получается. Далее 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевая петля. Далее идет накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я эти 2 петли разворачиваю. Переснимаю их на правую спицу, возвращаю на левую, провязываю 2 вместе за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид, делаем накид. Далее идет обозначение 3 петли вместе, 1 лицевой петлей со 2 центральной петлей сверху. Я уже показывала вот в 3 ряду, как это обозначение провязывается при классическом способе вязания. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я делаю следующим образом. 2 петли я переснимаю на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этих петель. Потом спускаю вот эту 2 центральную петлю с правой спицы, а 1 петлю возвращаю на левую спицу. Затем возвращаю спущенную 2 центральную петлю на левую спицу. И теперь провязываю все 3 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки.
Вот такая косичка получается со второй центральной петлей сверху. Далее накид идет. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки, 2 петли вместе я провязываю. Далее накид, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 3 лицевые и изнаночная, 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля, изнаночная. Мы провязали раппорт узора, кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 9 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 10 изнаночный ряд. Слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее вместо изнаночной вяжем лицевую петлю. Вместо 3 лицевых 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вместо 2 изнаночных 2 лицевые. Вместо 13 лицевых 13 изнаночных, в том числе и накиды. 1 изнаночная, 2, 3, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 4 изнаночная петля, 5, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 6 изнаночная петля, 7, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 8 изнаночная петля, 9, накид за переднюю стенку изнаночной петлей, 9 изнаночная петля, 11, потом изнаночная петля, 12, или это было у нас, в общем 13 изнаночных петель, в том числе и накиды провязываем. Провязали 13 изнаночных петель, в том числе и накиды. Далее идут 2 лицевые петли вместо 2 изнаночных петель. Затем вместо 3 лицевых 3 изнаночные, 1, 2 изнаночная петля, 3 изнаночная петля и вместо изнаночной петли лицевая петля. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Мы провязали 10 изнаночный ряд. Петельки потом расправятся после ВТО, после стирки, сушки. Далее разворачиваем работу на лицевую сторону и провязываем 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Провязываем изнаночную петлю. Затем перекрещиваем 3 петли с наклоном влево. Первую петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая. Затем делаем накид и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки. Я их не разворачивая провязываю. Затем перед работой левую спицу уводим в первую переснятую петлю. Придерживаем провязанные петли пальцами левой руки и правую спицу вытаскиваем из всех 3 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. На правой спице у нас провязанные петли, на левой спице не провязанная петля. Провязываем лицевой петлей непровязанную петлю. Мы перекрестили 3 петли с наклоном влево. Причем лицевая петля у нас лежит сверху на 2 других петлях. Далее 2 изнаночные петли, 1, 2, 4 лицевые петли, 1, 2, 3,
4 лицевая петля, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Я вяжу бабушкиным способом вязания с наклоном вправо, лицевая петля, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю 2 петли, разворачивая за задние стенки вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, накид, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Далее у нас 2 изнаночные петли идут, 1 изнаночная, 2. И перекрещивание 3 петель с наклоном влево. Переснимаем первую петлю на правую спицу, нить за работой. Делаем накид, провязываем 2 петли, следующие вместе за задние стенки с наклоном влево. Перед работой вводим левую спицу в переснятую петлю, придерживаем пальцами левой руки провязанные петли и вытаскиваем правую спицу из всех 3 петель. Теперь на правую спицу возвращаем провязанные петли. На правой спице провязанные 2 петли, на левой 1 не провязанная. Провязываем непровязанную петлю. Мы перекрестили 3 петли с наклоном влево, с лицевой петлей сверху с одной, 2 петли снизу. Далее идет изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 11 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязывать начинаем 12 изнаночный ряд слева направо по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем, вместо изнаночной вяжем лицевую, вместо 3 лицевых вяжем 3 изнаночные, 1, 2 изнаночная и накид. Это 3 изнаночная петля за переднюю стенку. Далее идут 2 изнаночные, вместо них вяжем 2 лицевые. Далее вместо 5 лицевых провязываем 5 изнаночных петель. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3, 4 и накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Это 5 изнаночная петля. Далее идет накид. Делаем накид. И в лицевом ряду у нас обозначение 3 петли вместе со 2 центральной петлей сверху 1 лицевой петлей. Это обозначение в изнаночном ряду нужно провязать наоборот. Для этого мы провяжем 3 изнаночные петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном влево. Для этого мы первые 2 петли переснимаем, вот эти 3 петли у нас, 1, 2 и 3. Первую петлю переснимаем на правую спицу и вторую петлю переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель. И теперь нить у нас за работой рабочая. Перед работой подхватываем первую петлю переснятую, вводим в нее левую спицу и, придерживая вторую петлю, вытаскиваем правую спицу из обеих петель. И теперь подцепляем вторую петлю и возвращаем ее на левую спицу. Мы перекрестили 2 петли, причем вторая петля находится сверху. То есть мы перекрестили 2 петли с наклоном влево. Вот она, эта петля, она сверху вот этой петли находится, второй.
И теперь все 3 петли провязываем вместе. Первую, вторая это у нас и третью. Вторая петля у нас здесь сверху оказалась. Вместе одной изнаночной петлей. Кстати, если вы вяжете классическим способом вязания, вы точно так же должны провязать это обозначение на изнаночной стороне. Только не обычной бабушкиной петлей, как я вяжу, а обычной классической изнаночной петлей. А все остальное то же самое проделываете. Перекрещивайте точно так же петли, первую и вторую. Провязали изнаночной петлей эти 3 петли. И на лицевой стороне у нас вот такая петелька лицевая получилась. Одна. Вот она, косичка на лицевой стороне. То есть центральная петля получилась сверху на лицевой стороне. Такая дорожка из лицевых петель здесь у нас идет. Далее идет накид. Делаем накид. И 5 изнаночных петель вместо 5 лицевых петель провязываем. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Это одна изнаночная петля, вторая изнаночная петля, третья изнаночная петля, четвертая изнаночная петля и пятая изнаночная петля. Далее у нас вместо 2 изнаночных петель провязываем 2 лицевые петли наоборот. Вместо 3 лицевых петель, которые идут далее, провязываем 3 изнаночные петли. Одна изнаночная, вторая изнаночная петля и накид. Вот здесь накид дальше идет. Провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Это третья изнаночная петля. И вместо изнаночной петли провязываем лицевую петлю. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали раппорт узора вверх по вязанию. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем повторять раппорт узора с первого ряда, опять же по 12. То есть мы вяжем сейчас 13 ряд, это будет как бы первый ряд узора. Вот так у нас смотрится узор. У меня эта пряжа толстая и спицы толстые. Я вязала образец для того, чтобы показать, как провязываются петли, чтобы было хорошо видно эти петли. Изнаночная сторона узора гладкая. Друзья, если вам понравился узор, если вам понравился мастер-класс, я буду благодарна вам за лайки, за добрые комментарии, за подписки. А на этом у меня все. Я желаю всем легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. До скорых встреч. Пока-пока.